Киасаян наконец-таки помер. Маргарита Симоньян. В больнице после онкологической операции. Я в целом гуманист и уж точно не злой человек. Более того, считаю себя человеком вполне воспитанным. И прекрасно понимаю, что есть вещи, над которыми нельзя ни шутить, ни стебаться. Но знаете ли, иногда и я готов сделать исключение. С вами канал «Утилизатор реальности». Здесь обычно мы не плачем по всяким ублюдкам и не ищем оправданий. Здесь мы называем вещи своими именами и смеемся, когда карма приходит за подонками. Люди, которые годами продавали войну и ненависть, получили по заслугам. Марго, не надо слез, просто запомни, это не случайность, это карма. Давайте начнем с коротенькой справки. Тигран Киасаян, режиссер и телеведущий, который давно превратил экран в рупор кремлевской пропаганды. Он прославился резкой, воинственной риторикой и оправданиями агрессии. Его эфиры, интервью регулярно разжигали ненависть и страх. В последние годы его имя связывали с поддержкой войны и подходящими по тону угрозами, за что он не раз попадал в негласные списки и под санкции. Маргарита Симоньян, главред одного из главных пропагандонских каналов, а также одна из ключевых фигуранток кремлевской информационной машины. Ее голос определял линию «Россия сегодня». Жесткие оправдания оперативных действий, эпатажные заявления и системное оправдание насилия. Симоньян не просто стояла рядом с пропагандой, она ее формировала и умножала, делая из лжи инструмент массового влияния. Киасаян – классический пример того, как человек превращается в микрофон ненависти. Режиссер средней руки, который вдруг нашел свое призвание не в кино, а в том, чтобы часами поливать грязью Украину и весь цивилизованный мир. И делал он это настолько жестко, что даже в окружении Соловьева и Скобеевой выделялся как особенный психопат. Его цитаты – это готовые доказательства для любого трибунала. Он говорил прямо: «Мы обязательно будем в Киеве, скорее рано, чем поздно». Он называл украинских солдат мотивированными нацистами, против которых нужно воевать без пощады. Он оправдывал убийство пленных, заявляя: у вагнеровцев этот вопрос хорошо решен. И даже доходил до того, что рассуждал о применении ядерного оружия против Украины. То есть этот персонаж на полном серьезе предлагал стирать города с лица земли. И делал это в прямом эфире федеральных каналов. Классический геббельсовский прием – объявить врагами целый народ, лишить его права на жизнь и подталкивать к массовому уничтожению. И, конечно, он не ограничивался Украиной. Когда Казахстан позволил себе вести независимую политику, Киасаян начал им грозить повторением украинского сценария. За эти слова его в Астане объявили персоной нон-грата. Вот такая – любовь к братским народам. Но чем закончилась его собственная история? Больничная койка, 9 месяцев в коме и тихая смерть. Человек, который любил орать про подвиги бойцов и ядерные бомбы, сам оказался безмолвным овощем, подключенным к аппаратам. Карма в чистом виде. Язык у него был как автомат, но в итоге именно сердце не выдержало. Но если Киасаян был, так сказать, оружием ближнего боя, то Симоньян – это тяжелая артиллерия российской пропаганды. Лицо и голос всей информационной войны Кремля. Она не просто повторяла методички, она их формировала, причем с особым цинизмом и яростью. Ее язык – это смесь имперских фантазий и открытой человеконенависти. Она прямо говорила о западных украинцах как о недобитках, которых в этот раз придется добить вместе с детьми и внуками. Это не оговорка, не эмоции. Это хладнокровный призыв к геноциду. После таких слов уже не осталось сомнений, что РТ давно стала фабрикой ненависти, а не СМИ. Но этого ей было мало. Осенью она рассуждала о том, что России стоит взорвать ядерную бомбу над Сибирью, чтобы отключить всю электронику НАТО и вернуть мир в 1993 году. Мол, без смартфонов людям будет полезно, а она
Своим детям и так гаджеты не дает. Сидя в эфире, Симоньян с улыбкой обсуждала ядерный взрыв на собственной территории, как будто это вариант воспитательной меры для планеты. И это та же женщина, которая когда-то демонстративно уволила ведущего Красовского за слова о том, что украинских детей надо топить и сжигать. Она играла роль умеренной, пока сама не стала говорить ровно то же самое, только громче, увереннее и с позиции власти. Сегодня ее жизнь резко изменилась. Операция, диагноз, тяжелое лечение. То самое тело, которое десятилетиями сидело в студиях и отравляло эфир ненавистью, теперь само проходит через боль и страх. И многие видят в этом не трагедию, а закономерный ответ судьбы. Все, что она желала другим, вернулось к ней самой. Последствия и карма. Киосаян действительно скончался, это подтвердили несколько изданий. Он провел в бессознательном состоянии почти 9 месяцев и умер 26 сентября 2025 года. Симоньян заранее признала, что у нее серьезная болезнь и недавно проходила на операцию. Речь шла о раковом диагнозе и возможной мастектомии. Она сама анонсировала лечение в своем канале. Теперь, по сути, почему это имеет значение и почему многие видят здесь карму? Эти двое годами делали одно и то же. Трансформировали эфир в фабрику ненависти, оправдывали войну, демонизировали целый народ и не жалели ни слов, ни образов. Реальная информационная подготовка для насилия. Когда медиа превращаются в оружие, последствия становятся не только моральными, но и практическими. Реальные люди получают разрешение на жестокость, общество деградирует, а международные институты начинают реагировать санкциями и расследованиями. Карма – это не мифология, это наблюдение, кто все время сеял гной и ложь, в итоге получил собственные болезни и разлом в личной жизни. Не нужно тут устраивать пляски на костях. Но и лицемерно качать слезы тоже не будем. Человек, который в прямом эфире предлагал стирать города, не заслуживает эпитафии, а человек, который раздувал истерию про ядерные взрывы как решение, пусть сам встречается с реальной болью и страхом. И важный момент – это предупреждение для остальных Геббельсов в телевизоре. Пропаганда работает до тех пор, пока у нее есть платформа. Но платформы отзываются, аудитория устает, регуляторы наступают, суды и международные расследования не дремлют. Рано или поздно у каждого, кто продает ненависть, появится счет. Может в виде суда, может в виде изоляции, а может в виде личной расплаты. Не веришь? Смотришь на эту пару. Один тихо уснул в аппаратах, другая лечится от рака. Финал прост. Не всякая смерть – трагедия для общества. Но иногда это просто закрытие гнойной раны. И да, для остальных, продавцов говноправды, это не шутка. Это прямой намек. Вы на очереди. Ну вот, вроде бы и все, что хотел вам сегодня рассказать. Вы были на канале «Утилизатор реальности». Тут у нас не скорбят по мразям. Тут фиксируют справедливость. Подписывайся и помни, рано или поздно каждый пропагандон идет туда, где его давно ждут. Слава Украине!